Всем привет, уважаемые друзья! Сегодня мы поговорим о красивых вещах и крутых характеристиках. Перед вами модель Ferrari F355 в комплектации обычной и в варианте Challenge. Это на самом деле очень интересные машины, и сейчас я пока готовился к этому выпуску, узнал очень много нового. Вот, ну, в принципе, поехали. Значит, 355 модель, естественно, у Ferrari появилась не с нуля. Вот это было логичное продолжение 348 модели. А 348 отличается, то есть она, поскольку была более ранняя, она отличается фонарями. Здесь секция фонарей была более такая прямая и закрытая решетками. Передок, в принципе, у 348 был примерно такой же, только бампер не такой округлый. Значит, в 1994 году выходит у нас эта модель. Это переосмысление и доработка 348. И вплоть до 1999 года эта машина выпускалась и стала у компании Ferrari, ну, наверное, одной из самых массовых моделей. Их действительно очень много было выпущено. Вот. А после 355 модели у нас уже пошла 360. Весь упор в этой машине был сделан на производительность. Это то есть симбиоз технологий, скорости, мощности, управляемости. Это просто, ну, машина-бомба, скажем так. Вот. Двигатель она получила V-образную восьмерочку с объемом 3,5 литра, что в принципе не совсем характерно для Ferrari, ведь, как мы знаем, Ferrari это у нас суперкары, там V8, V10, V12. Нет, здесь мотор поменьше, V8 3,5 литра, при этом по два распредвала на каждую голову, но компания Ferrari сделала упор на клапана, то есть здесь у нас шло по 5 клапанов на цилиндр. Также она получила шестиступенчатую механическую коробку передач, что очень интересно. То есть при такой мощности вы получаете механику, и это было круто. О мощности 380 лошадиных сил при 8250 оборотах в минуту и 363 ньютон-метра крутящего момента. Двигатель имел сухой картер, очень много было облегчений по этому двигателю сделано. Ну, для примера, титановые шатуны. Это, наверное, один из самых легких двигателей у Ferrari. Вот. И он получил систему впрыска Motronic. Двигатель был создан Паоло Мартинелли. Как итог, мы имели уже с 1994 года в этих машинах 4,7 секунды до сотни и максималку 295 км в час. То есть, по сути, мы имеем двигатель и тележку, которая вас разгоняла до 300. Что интересно, что меня очень заинтересовало в этой машине, можно было заказать руль с гидроусилителем, это была обычная заводская опция, и можно было от него отказаться в обмен на обычную механическую рулевую рейку, которую вы могли настроить под себя, под заказ прямо на заводе, то есть, ну, точнее, у дилера. Вот. И коробка передач. Коробка передач получила в этой машине свой отдельный выносной теплообменник, который прогревал масло в коробке уже при запуске двигателя, что, естественно, очень здорово сказывалось на работе всей машины. Этот автомобиль, этот кузов провел 1300 часов в аэродинамической трубе и получил очень много изменений. Это очень интересно на самом деле. Я уже вот в последний момент перед обзором узнал эту информацию. Вот. Что дала эта работа, что дали эти 1300 часов в аэротрубе? Она получила здесь, то есть небольшой такой подъем, небольшой типа как дактейл, очень такой маленький подъем в задней части. Вот. И огромный вот здесь, в этой части снизу, на настоящей машине, огромный обтекатель, который перенаправлял потоки воздуха вот так вот вдоль всего днища, и вот здесь он уже разделялся на несколько потоков. Это очень хорошо сказывалось на управляемости автомобиля, на его стабильности. То есть машина, по сути, снизу была как утюг. И этот момент я видел в одном из обзоров 348 модели на YouTube. То есть обтекатели уже на тот момент были, то есть она полностью, машина плоская снизу. Вот, а это ведь очень круто сказывается, скажем так, на ее стабильности на дороге. Вот. Что еще интересного я узнал? Сиденья внутри салона стояли несимметрично относительно продольной оси автомобиля. Водительское сиденье стояло ближе к центру, что, естественно, положительно сказывалось на управляемости, на развесовки и так далее. Ведь, по сути, водитель в этой машине зачастую чаще один ездил, особенно что касается версии Challenge. Далее, в этой модели Ferrari изменила своим традициям
и нейминг, то есть изменились названия. Если раньше название образовывалось от объема и количества цилиндров, например, 246-я Ferrari это объем 2.4, 6 цилиндров, 308-я это объем 3 литра, 8 цилиндров, то в новом названии 355 мы имеем 3.5 это объем двигателя, а пятерка последняя это 5 клапанов. То есть Ferrari полностью отдавали нейминг своим достижениям по техничке в этой машине, и это действительно заслуживает особого внимания. В 1995 году, через год после выпуска основной модели, выходит серия Challenge, и она уже комплектовалась, получается, всеми основными деталями на общую сумму $30 тысяч. Они приходили, эти комплекты, к дилеру, и вы могли это устанавливать уже к самой машине. Однако машина уже была подготовлена под установку каркаса прямо с завода. Вот. И на конец выпуска, ближе там к 98-99 году, уже максимальный объем всех доработок имелся в машине. То есть вы уже заказывали, ну, по максимуму, скажем так, тюнинг для этой машины. Вот. Как пример, это, естественно, вот антикрыло, которое мы здесь можем увидеть. Полный список всех деталей я, конечно, не стану перечислять, но из интересного отмечу это, естественно, каркас безопасности, поскольку это у нас уже как бы машина подготовлена к гонкам, и она спокойно, без проблем проходила homологацию в своих там чемпионатах, заездах и так далее. Далее были спортивные ковши, спортивные ремни, огнетушитель, дистанционное, то есть, ну, не дистанционное, выносное выключение двигателя. Это по безопасности, это обязательно в гонках всегда применяется. Ручное управление вентиляторами охлаждения, и также вентиляторы охлаждения были нового образца, там усиленные и так далее, улучшенные. Спортивный руль, естественно, антикрыло, о котором я уже сказал. Вот. Тормоза в этой комплектации стояли уже от Ferrari F40. Это очень здорово, потому что та машина там вообще просто бешеная. Вот. Спортивное сцепление, 18-е диски фирмы Speedline здесь стояли. Вот. И что очень интересная такая деталь, если у нас в обычной версии здесь вот просто стояла пластиковая панель сзади, то есть панель с фонарями, вот, то в версии Challenge это уже полностью была перфорированная сетка, она появилась в середине сезона 95 года и дополнительно улучшала охлаждение этой модели. Еще что характерно, эта панель также спокойно ставится на 348 модель. Вот. Точно так же, как и передний бампер, ведь по сути у нас кузов перешел сюда, 348. Дальше, что самое такое яркое, это, естественно, помимо самого спойлера, это буксировочный крюк, как сзади, так и спереди. Их очень легко можно увидеть на машинах, на фотографиях в интернете. Эти крюки, они шли отдельной деталью. Я только что смотрел там в Parts List, они есть. И это очень круто на самом деле. То есть на Ferrari это смотрится необычно, оно не ассоциируется, честно говоря, с Ferrari, потому что, ну, это такая деталь, которая обычно там на тюнинговых машинах стоит. А тут у нас на Ferrari такие два крюка. Вот. И тем не менее у них даже свои заводские номера есть. Вот. Ну, собственно, теперь мы можем уже более подробно перейти к этой машине. Что для себя я отмечаю в первую очередь в ее красоте, что в обычной версии, что в Challenge, это, естественно, задние фонари. Задние фонари это круто, просто круто. То есть, как здесь мы их можем наблюдать, так в версии Challenge. Вот так выглядят задние фонари. И, ну, круто, круто на самом деле. Ну, Ferrari это всегда круто и красиво. Вот. Чуть не забыл отметить, я часто об этом говорю, у нас все модели кошек лицензированы, и, собственно, вот так выглядит лицензия на Ferrari, я не знаю, надеюсь, будет видно. Вот, тут она подписана, что 355 Challenge, очень интересно. И также у меня есть ПТС-ка на нее, ну это я так называю ПТС-ка, вот, в которой мы видим, что у нас передняя, скажем так, колея 65 мм, а задняя 70 мм. То есть машина у нас, по сути, сзади очень так прилично шире, чем спереди. Я думаю, это будет заметно. Вот. Естественно, это касается и шасси. То есть шасси у нас сзади шире, там сзади более широкие колеса, шины и так далее. Колесная база у этого кузова 90 мм. Это, то есть, по большому счету, как и настоящая машина, так и эта модель. Это такая вот очень даже компактная и укороченная машинка, которая имеет... Ну, наверное, имеет потрясающую управляемость. Я не могу это проверить, к сожалению. Из интересного также выхлоп. Здесь у нас раздвоенный выхлоп, поскольку у нас V8, естественно. Вот, и здесь это отражено на таких насадках, сделанных под хром.
Естественно, у нас есть коняшка от Ferrari. Она есть и на челлендж версии, и здесь. То есть, ну, я надеюсь, будет видно. Он сделан под хром, и это очень... Такое внимание к деталям, наверное, ну, только у кошек и есть. Я всегда об этом говорю. Естественно, есть надпись. Здесь у нас просто Ferrari написано. Здесь номер модели не указывается. На модели Challenge, сейчас покажу, кстати. На модели Challenge у нас есть надпись F355 Challenge. Ну и сам конь, собственно. Далее, естественно, крюк. Это вот прям... Ну, отдельная деталь, это классно, это круто выглядит. Вот, это черная панель, которая, как я уже выше сказал, была, ну, то есть это сетка у нас, перфорированная сетка. Естественно, огромный спойлер. Вот, сейчас вот так вот, наверное, покажем. Для этой машины он все-таки действительно огромный, потому что Ferrari у нас обычно с изящностью ассоциируется, а здесь вот такое крыло, крыло от Боинга, скажем так. Вот. И моя любимая деталь, это, естественно, окошко. Я вообще обожаю эти окошки, потому что, ну, это какой-то, я не знаю, уютности, что ли, добавляет в машинах спортивных, которые, ну, у нас тут суперкупе, и вот это окошко для обзора сзади. И также хочу отметить, что решетка моторного отсека в этих моделях, естественно, она просвещается. Почему? Потому что все как у настоящей. То есть это охлаждение мотора, у нас тут открытый моторный отсек по большому счету. Вот, и это очень здорово, это круто. Дальше мы перейдем, наверное, к боковым воздухозаборникам. Они, естественно, огромные. Тут все охлаждение, все отдано на откуп двигателю. То есть, ну, все направлено на максимальную производительность. Далее, лючок. Лючок бензобака также выделен. Очень интересная такая деталь. Вот, есть у нас также боковой поворотник. Он как здесь, так и в челлендж-версии. Его четко видно. Все тут очень хорошо отражено. Здесь вот так покажу. То есть вот у нас воздуханы, вот лючок бензобака, вот поворотник. Естественно, значок команды Ferrari, что очень интересно. Вот, и зеркала. Зеркала вот в данной модели у меня есть. Они вот... Я эту машину вообще только что распаковал, к слову. Только-только вот распаковал перед обзором и вот начал замечать эти детали. Зеркала у нас тут с отражением, естественно. Потому что, ну, сама модель сейчас в данный момент просто в идеале, а это у меня вот такая немножко боевая, скажем так. Что у нас еще? Да, диски Speedline, как я уже говорил, но на комплектации Challenge. То есть, если вот эта машина, что оригинал, что модель, она идет на белых дисках, то Challenge всегда или почти всегда идет на черных спидлайнах. Это как вот, то есть такая, ну, дань, скажем так, гоночным версиям. Ну, обычно еще бывает, что челлендж-версия в ливреях идет, но это уже когда машина команде принадлежит. А так вы покупали такую готовую машину тогда в 90-е и могли спокойно отправиться на гонки, никаких проблем с этим не было. Что еще у нас тут? Да, передний бампер, отдельно на нем остановлюсь. Он более имеет округлые аэродинамичные формы, чем 348-я. Вот, ну, я надеюсь, его будет видно. Вот так вот еще могу показать. То есть бампер, туманки есть. Здесь я поставил сейчас в данный момент поднятые фары, там у нас закрытые фары. Потому что, ну, кошка это позволяет. Есть запасные фары, вот ставишь открытые, либо закрытые. Это уже на усмотрение, скажем так. Есть габаритные фонари, поворотники и туманки. По туманкам хотел бы сказать отдельно. Вот разница, то есть если в этой версии у нас именно противотуманки, здесь уже стоят заглушки, потому что на гонках эти туманки не нужны, но я так думаю, я видел на одной из фотографий заглушку, а здесь открытая эта заглушка. Скорее всего, это что-то с охлаждением уже связано, не могу сказать, но в Parts List есть детали, которые идут вот здесь через бампер, идут воздуховоды на охлаждение тормозов, и, ну, очень серьезная такая спортивная деталь, она на обычной машине не ставится. Вот. Что еще? Зеркала, бампер, это я все сказал. Значок Ferrari у нас есть на капоте в любой версии, это тоже очень здорово, потому что добавляет реализма, копийности и так далее. Очень хорошо тут также дворники, скажем так, отражены. Что еще? Рамки окон покрашены, это по традиции. Рамки окон всегда окрашены в отдельный цвет, что тоже добавляет копийности, реализма. Ну, так еще покажу, наверное. Так, и что у нас еще? Тонировка. Тонировка моя любимая, то есть бронзовая сепия. Вот. Я думаю, ее уже видно было, там я показывал. Вот.
потому что черную тонировку не очень люблю, а такая вот она покруче выглядит, скажем так. Машина более живая становится. Ну и что еще? Самая интересная деталь, это я еле-еле, честно скажу, разглядел. Вот здесь вот есть такая, ну как шильдик, на настоящей машине это шильдик, здесь у нас это просто краской отражено. Это надпись о том, что это у нас дизайн Пининфорины. Очень интересная деталь. Вот. Рассмотреть ее практически невозможно, то есть без оптики, без увеличительных стекол, я не знаю, там, ну, хотя она читаема, ну, ни на фото, ни на видео ее рассмотреть не получится. Так, ну что, я думаю, на этом мы будем заканчивать уже. В принципе, я рассказал о очень прекрасной, очень интересной машине и не менее интересной ее модели. Вот, масштабной модели, естественно. И что характерно, я вообще никогда не подозревал и в принципе думал, вот эту машину я впервые увидел на фотографиях там в Японии, я вообще подумал, что это там какой-то горе-тюнер нацепил, то есть эти крюки, этот спойлер, это было очень, ну скажем так, это очень непривычно, нетипично для Ferrari. И только вот после того, как я начал изучать эту машину, я понял, это заводская модель, заводская гоночная модель Ferrari, машина-бомба. Вот. Ну, все, у меня на этом все, дорогие зрители. Прошу также не забывайте подписываться на ВК, на Инстаграм, пишите там свои вопросы, либо здесь на Ютубе вопросы, комментарии, что угодно. Вот. Ну, а сегодня мы рассмотрели такую вот красоту. На этом у меня все. Ну и всем пока.